чемпионат, к которому мы готовились в последнее время, начиная с марта. Они не могут быть не готовы. Не готовы позвонить. Мы танцуем 2 номера. Один старый, который мы сделали еще в прошлом полугодии, и новый. Так сказать, это дебют первый раз этим номером. Достаточно сильные соперники, мы в 2 категориях с крутыми командами, так что посмотрим. Саня нас фоткает. Я с ней до тех пор, пока она меня не выгонит. Даже если она меня выгонит, я знаю, где она живет. Я к ней двигаюсь. Реально, я тоже знаю, давай вместе придем. Я дома много тренировалась, потому что я не хочу подвести свою команду. Мы танцевали, много танцевали, ошибки исправляли. Это все начинается с музыки. То есть сначала я выбираю музыку, что, наверное, самое-самое сложное из всего. Потому что это реально нужно найти что-то, что не просто будет нравиться мне, что будет нравиться им. Чтобы это было интересно, чтобы было интересно зрителю будущего это смотреть. Потом, конечно же, момент постановки, постараться убедить рисунок сразу же в общем, там как это будет выглядеть не только на мне, но сразу же на всех. Подобрать такие штуки, которые будут красиво просматриваться на них и на мне тоже. Мы начинаем работать просто, изучая просто хореографию, основные куски, потом уже приходит именно идея номера, какие-то трюки добавляются. Это всегда какая-то задумка, и это всегда общая работа, чтобы они вкладывали в это столько же, сколько и я. Мне очень важно зарядить их. И 7, и 8, и раз, и 2, и 3, и 4, и 5. Это очень сложно объяснить, что конкретно я от них хочу, на самом деле, потому что я хочу очень много. И это правда. Я знаю, что иногда это намного сложнее, чем я должна бы давать. Кому легко? Никому не легко. Первое время у меня была крепатура. 2 недели я ходила с крепатурой. Но потом я втянулась, и мне все нравится. Это все труд, и это все зависит от того, как человек к этому будет относиться, серьезно, несерьезно. Но лично я отношусь к этому серьезно. Я очень люблю сцену, правда, и я знаю, что они ее очень любят. Вот для меня тоже очень важно, что я имею сейчас возможность вывозить свои работы, показывать свое творчество, свое искусство. Они мне в этом очень сильно помогают, потому что, конечно, без них ничего бы этого не было. Ой, нет! Окей, встань на начало, let's go! Во время тренировок я достаточно не часто танцую свой номер, потому что мне надо смотреть на них, чистить их и так далее. И это, конечно, жесть, потому что я, например, начала танцевать этот номер буквально неделю назад. Все это остальное время я уделяла им. Я думаю, что мы реально уже почти как семья, потому что мы очень много времени проводим вместе, на самом-то деле, особенно последние недели, когда мы каждый день дополнительные тренировки, еще что-то. Вот, и это очень круто, потому что нет никаких разделений, я понимаю, что мы реально все вместе, но в то же время я понимаю, что они видят во мне авторитет, они знают, что я пытаюсь сделать все для них, и они дают это мне в ответ, так что это очень круто. Хип-хоп — это не просто танец, это культура, и она, правда, имеет очень классную историю, очень длинную историю, длиной больше, чем 50 лет. Это все родилось на улицах, и моя задача — передать это детям, передать это моим ученикам так, как я это вижу и как это было тогда, чтобы передавать правильный вариант, так сказать, и научить их понимать не только хип-хоп как танец, а действительно хип-хоп как культуру и как историю. Батл — это то, с чего, собственно, хип-хоп и начался. Изначально хип-хоп как танец. То есть это что люди начали заменять драку танцами. Сейчас батл — это по факту тоже чемпионат, только это чемпионат по импровизации, так сказать. Поэтому это интересует меня сейчас просто намного больше, чем обычные чемпионаты, так как это все-таки вот это вот умение реально собраться в момент и направить все свои силы в какое-то определенное движение, в определенную эмоцию. Батлы дают очень классное понимание культуры в целом. То есть ты видишь, что как это было раньше, и с тех пор в этом плане мало что изменилось. В какой-то момент ты просто приезжаешь в любой город, и ты уже знаешь там людей, что максимально круто, и в этот момент ты начинаешь понимать, насколько хип-хоп на самом деле объединяет. Мне очень нравятся батлы. Я, правда, боялась сначала. Я прям смотрю, мне Таня говорит: сегодня идем на батлы, ты будешь выступать. Такая: нет, не буду. Потом, когда первый раз попробовала, такая:
идем на батлы, я прям просила. Это сначала до жути страшно, ты думаешь, боже, меня же там осудят, а вдруг я плохо выступлю. Вот ты входишь в комнату, абсолютно тебе никто не знаком, и ты должен при них всех танцевать, показывать то, в чем они уже все профи. Батл это для своего же роста, для знакомства с другими людьми и для понимания, насколько ты возможен. Если нравится, надо делать. Вот. Батлы — это соревнования с импровизацией. То есть ты выходишь один в центр какой-то группы, танцуешь, импровизируешь. Мне было страшно выходить туда, но там стояли не все люди, смотрели только на меня одну. Там люди делали группки маленькие, по кружочкам стояли. Я никогда в своей жизни не участвовала в батлах, но в следующий батл, который будет, я очень хочу пойти, попробовать. Я ще не була на батлах, але колись я точно піду. Раніше я би боялася, а зараз не боюся. Киндер-клуб был для меня очень хорошим таким толчком, очень классным началом и первой возможностью. Мне было 15 буквально, и они согласились со мной пробовать сотрудничать. Вот. Так что я была им очень благодарна за эту возможность и сразу же начала брать детей. Как-то группа набралась тоже достаточно быстро. То есть они реально вот были очень крутым стартом для меня. Но со временем я понимаю, что много детей, много кому это интересно на более профессиональном уровне. Было такое ощущение, что нужно делать больше. Я очень хочу открыть свою студию. Это по факту с самого начала была моя цель. И вот мои группы, которые открыты сейчас, это начало моей будущей студии. Мы долго готовимся, мы серьезно готовимся. И, конечно же, мы все хотим победить. И когда мы вот выступали недавно, мы заняли первое и второе место, у нас, конечно же, было просто счастье. Когда выхожу на сцену я, все почему-то наивно полагают, что чем больше опыта, тем проще становится выходить на сцену. Неправда, абсолютно. Коленки подкашиваются всю жизнь. Просто в какой-то момент приходит вот это понимание того, что нужно что-то с этим делать. И просто, может быть, становится немножко проще именно с этим как-то бороться и уметь себя успокаивать. Дети очень-очень-очень ждут этого выхода на сцену, потому что мы реально готовимся к 2 минутам на протяжении нескольких месяцев. И это всегда очень такой волнительный момент для них особенно. И моя главная задача — не передать им свой страх. Я стараюсь зарядить их, успокоиться самой, еще и пойти, чтобы они меня видели и на них смотреть. Перед выходом на сцену у нас там есть определенные ритуалы, там традиции, что я их там одеваю в такие колечки с энергией. Мне кажется, оно их тоже так изнутри немножко поддерживает. Но, наверное, с самого начала моего преподавания как-то прижило, что у нас есть колечки с энергией, просто я их на них одеваю, и у них резко появляется сила, и они готовы там разрывать сцену. Мне важно, чтобы они кайфанули сами от этого. То есть, потому что мы все-таки для чего мы вообще танцуем? Чтобы танцевать просто четко там и так далее идеально, или все-таки, чтобы получать удовольствие от сцены и так далее. В первую очередь, чтобы они кайфанули, чтобы они реально могли отдать все 100%. Я не чувствую сильного волнения, потому что у нас очень хорошая команда, которая друг друга поддерживает. І я, в принципі, люблю всю эту атмосферу. Раніше перед виходом на сцену я дуже сильно боялася, зараз так після пару виступів легко, навіть не страшно вже. Сначала я очень сильно боялась перед выступлением, но когда я вышла, я увидела, что на меня смотрят зрители, что мне нужно только улыбаться. Первый раз я немножко боялась, а когда мы выступали в финале, я тогда уже не боялась. Уже мне стало легче, уже в животе ничего не болело. Мне, наверное, больше всех в нашей команде страшно. Я всегда очень боюсь. Мы вот один раз, мы выступали 4 раза. Вот все 4 раза я боялась. Но все равно какая-то радость присутствует. То есть это приятный страх. Я всю жизнь знала, что я хочу этим заниматься. Мне нравилось делиться тем, что я делаю. То есть это начиналось тоже с мастер-классов. Мне, наверное, было лет 12, когда я провела свой первый мастер-класс. Это была как возможность для нас попробовать себя в качестве учителя. Я понимала, что мне реально в кайф, мне реально очень понравилось. И как-то со временем уже первая группа и так далее, и какие-то первые замены, еще что-то. Вот. И с приездом сюда это уже стало более полноценно. Здесь я стараюсь сейчас тоже почаще делать мастер-класс. То есть мы приехали, выучили хореографию, сняли, потанцевали, покайфовали, уехали. То есть это более простой формат.
на самом деле очень прикольная штука, потому что, то есть, даже если я понимаю, что какая-то ситуация, ну, не знаю, после сцены вышли, у тебя колено вылетело, до такого, конечно, я пока еще не дошла, но я искренне надеюсь, что, правда, не дай бог, чтобы я могла вам оказывать какую-то первую помощь. Стань, как ты стоишь обычно, вот просто ровно. Да, и теперь подкрути чуть бедра вперед. Вот это, по идее, то, как ты должна стоять в обычной жизни, но при этом оставляя плечи внизу и оставляя их ровными. А теперь попробуй на одну ногу, и если ты подкрутишь бедра вперед, тебе намного будет проще поймать баланс. Кстати. И ты стоишь намного легче. Ну, реально проще. Йоу. Открой руки. У тебя такой проблемы нет. У некоторых проблема, да, у некоторых вот так. Это я не знаю, это уже проблема реально с осанкой, просто с самого-самого детства, когда вы не можете просто опустить плечи и открыть руки. Из-за этого у них проблемы с волной, потому что они не могут нормально удерживать ровную линию даже. 5, 6, 7. Обратно. 2, 3, 4, 5, 6. Нужно работать над собой в первую очередь, над своими умениями, над своими какими-то страхами и так далее. Переставать бояться того, что неизбежно, например, какого-то, не бояться нового, идти туда, где страшно. Это все как бы все об одном на самом-то деле. Это возможность перебороть себя в первую очередь и начать что-то новое, например. Если мы говорим, например, про какое-то счастье стандартное, ежедневное, я очень люблю, например, ночные тренировки. Для меня это какой-то определенный вайб, определенная атмосфера, либо уличные тренировки под открытым небом, когда просто приходит диджей, включает музычку, грубо говоря, и вы там фристайлите все вместе просто под открытым небом. Какой-нибудь теплый летний вечер, например, это очень классная атмосферка. Кроме этого, да, в самом танце, конечно же, тоже. То есть это каждый выпуск адреналина, например, на тех же баттлах или где-то еще. То есть это просто это ощущение того, что ты для этого работал очень долгое время. И вот время показать себя сейчас. Также, конечно же, когда мои ученики выступаются, прям тоже вот каждый раз, что типа это люди, которые мне доверились, которые пришли ко мне. И сейчас ты видишь какой-то плод нашей общей работы, и это тоже, конечно, очень классно. Дети — это, конечно, очень классная тема, потому что они растут вместе со мной, по сути. Особенно те, кто остался со мной с самого начала и кто до сих пор еще со мной ходит в моей команды. Это просто невероятно, потому что я вижу, как они открываются, вижу, как они начинают чувствовать музыку, как они начинают понимать меня, понимать хип-хоп, понимать то, что мы делаем. И кроме этого, они еще растут сами как личности, и это очень круто, это правда интересно за ними наблюдать. Во многих вижу действительно какие-то такие фишки, как немножко, правда, отражение себя, потому что все-таки мы все думаем в схожей степени, так сказать, в многих моментах. И вот я вспоминаю свои мысли, например, в мои 10 лет, и я понимаю, что что-то как бы у нас тут точно сходится, и это очень прикольно. Я веду их в правильную сторону. Они понимают, что можно найти свою такую страсть в жизни, за которой они будут идти. Я думаю, что они смотрят на меня, не видят, насколько я горю танцами. То есть они видят на моем примере, что я продолжаю сама развиваться. Я не только преподаю им, а я реально очень много тренируюсь сама все еще. Вот, так что я думаю, что это тоже классное понимание для них, что если ты чем-то горишь, то к этому можно идти. К этому нужно идти. Есть такая замечательная фраза, в которую я начала прям особенно верить, наверное, именно здесь. Это trust the process, то есть просто доверяй процессу. И на самом деле это настолько правда, то есть если просто на протяжении какого-то определенного долгого времени ты не сдаешься, ты продолжаешь идти к какой-то своей цели, просто продолжаешь тренироваться, например, то есть неважно, видишь результат или нет, ты просто идешь дальше, рано или поздно этот результат будет, и это правда. Прогресс же не выглядит вот так, он, к сожалению, у нас выглядит вот так, поэтому, возможно, мы сейчас находимся на этой стадии, возможно, на этой, и это не важно. Главное просто продолжать, потому что рано или поздно мы будем на этой верхней точке. Я вообще не могла там показывать, допустим, что я грустная, что мне хочется плакать, что такого, а в танцах я смотрю, блин, я ж могу это не лицом показать, а телом своим. Вот для этого как раз и танцы и есть. Ты не то, что танцуешь, ты как такой выпендриться, нет, ты танцуешь эмоциями, воспоминаниями и тем, что у тебя было. Ты
рассказываешь историю о себе с помощью своего тела. Они видят очень часто, как этим говорю я, и они вот прям, они видят мою энергию, они перенимают ее на себя, и они начинают так же кайфовать от процесса, как и я. И в какой-то момент появляется что-то их, свое, вот абсолютно не похожее ни на кого другого. Каждый из них, они танцуют настолько по-разному, они настолько разные эмоции и чувства вкладывают в каждый свой шаг буквально. Они очень разные в плане характеров, эмоций, то, как они себя показывают, ведут и так далее. И это вот умение передать это в танце, это прям прикольно. Мне очень нравится хип-хоп. Я хочу развиваться в этом стиле и больше себя в нем находить и танцевать. Он мне очень нравится. Это реально все зависит от тренера, и то есть если ты, например, с ними на одной волне, то они тоже будут стараться тренироваться, вливать свои силы в это. Таня мне дала понять то, что я хочу прийти к тренерству, к тому, чтобы быть на волне с учениками своими, с теми людьми, которые выберут меня, а я выберу их одновременно, чтобы мы вместе добивались целей. Я думаю, скорее сначала начну с детей. Они меня любят, я не знаю почему. Саша, конечно, не понимает, почему дети так привязываются к ней, почему она им всем нравится, но со стороны, я скажу, это очень видно по ее харизматичности. Она просто как светлый такой лучик. Girl. Girl. Легко определить, каким ты будешь тренером, потому что дети чувствуют энергетику твою. То есть, если ты изначально добрый, светлый в них человек, а особенно по внешнему виду, когда они к тебе потянутся и будут тебя слушать. Мы пережили огромный семестр, и мы нифигово так начали в этом семестре. Но реально, это по факту первый раз, когда мы начали прям выезжать куда-то, начиная с Берлина, заканчивая вот последним вот этим. Левел-апнулись мы нормально. Вот, и я вас поздравляю с тем, что мы это все пережили. Я очень рада за прогресс ваш, потому что вы растете, это очень круто. Так что да, дальше больше. Мы растем! Вы Мне эти занятия дали понять, что не надо стесняться. Это мне дало типа как бы уверенности в себе, то, что можно не стесняться людей, можно себя показывать с любой стороны, то, что тебя никто не осудит, и тебе еще поможет, если ты что-то сделал неправильно. Например, в прошлом, до того, как я пошла на танцы, я была очень замкнутой, и вот из-за переезда в Германию, наверное, потому что, иммиграция, новые люди, новый язык, это было все очень тяжело. Потом я пришла на эти танцы, тут как бы новый коллектив, все с Украины практически, все добрые очень, и, это очень мне помогло, на самом деле, тут находиться. Сейчас мне все нравится, и мне нравится сам процесс этого, и конкретной цели у меня пока что нет, но я сейчас наслаждаюсь тем, что у меня есть. Одним словом, одним предложением, с танцами мы обрели свой дом. Самое большое счастье для любого тренера — это когда вижу, что они горят процессом. То есть, что я смогла вот что-то им дать такое, смогла их зажечь так, что я вижу, что они будут танцевать и дальше. То есть я вижу, что они готовы вкладывать в это, и они горят и самим процессом. То есть большая проблема, когда это желание только результата, и самое большое счастье — это когда они кайфуют от процесса. Когда я вижу, что они начинают делать что-то сами, то есть когда ты им даешь какое-то маленькое домашнее задание, они делают больше просто потому, что они хотят. То есть я понимаю, что, значит, это люди, которые, скорее всего, не бросят танцы, которые будут продолжать этим заниматься. Значит, что я вселила в них этот дух и это желание что-то делать. То есть я даю как бы частичку себя в каждого, а я вкладываю в них что-то. И когда ты видишь, что то, что ты вложила, начинает прорастать, это прям реально отдельный вид счастья. Все дружно. Ну и в общем, я обещала медальки. Поехали. Алина.